Всем привет, дорогие друзья! Вы не хотите ждать, а хочется пиццу прямо сейчас? Тогда этот рецепт точно для вас. Готовлю быструю домашнюю пиццу на жидком дрожжевом тесте, которое подходит всего за 20 минут. Замешивать руками ничего не нужно. Просто смешал и оставил. Пока оно поднимается, можно подготовить начинку. И уже через полчаса готовая горячая пицца с румяной курочкой и тянущимся сыром. Для приготовления теста мне понадобится в теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю сахар, добавляю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Это тесто чаще всего готовят именно на воде. Но если вы хотите, вы можете сделать и на молоке. Оставляю дрожжи постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку и пол чайной ложки разрыхлителя. Добавляя разрыхлитель в это быстрое дрожжевое тесто, он помогает сделать выпечку более пышной, пористой и мягкой. Добавляю соль, немного перемешиваю. Вливаю в муку подошедшие дрожжи. Перемешиваю. И добавляю второй секретный ингредиент. Это уксус. У меня уксус яблочный. Добавляю буквально такую неполную чайную ложку. Перемешиваю. И добавляю 1 столовую ложку оливкового масла. И теперь тесто замешиваем лопаткой. Никаких рук. Все очень просто. Добиваемся, чтобы вся мука смочилась водой. Месим тесто лопаткой буквально пару минут. Просто чтобы оно стало более однородным. Подбираю тесто со стенок миски. Закрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойке примерно минут на 20. Все очень быстро. Ну и уксус добавляем в тесто для того, чтобы оно сделало выпечку более мягкой и ароматной. Ароматной в том смысле, чтобы уксус помог убрать запах дрожжей. Особенно это актуально для вот этого быстрого теста. Быстренько готовлю для моей пиццы томатный соус. Я использую вот такие томаты в собственном соку. Томаты перекладываю в чашку блендера. Безусловно, целая банка для этой пиццы не понадобится, но я всегда делаю этого соуса много, потом его использую куда мне надо. Он очень вкусный. Добавляю зубчик чеснока. Добавляю несколько листиков базилика. Столовую ложку оливкового масла. Добавляю соль, пол чайной ложечки сахара и немного черного перца. И, конечно, добавлю орегано. Пробиваю все погружным блендером до однородности. И буквально за 1 минутку соус для пиццы готов. На крупной терке натираю кусочек сыра моцарелла. Подготовлю форму для пиццы. У меня вот такая форма, диаметр 30 сантиметров. Я использую пергамент, потому что у меня здесь форма с дырочками. Бумагу слегка смазываю растительным маслом и присыпаю мелкой манкой. Можно присыпать немного мукой, либо вообще ничего не присыпать. Но я люблю пиццу именно делать на манке. Получается такая хрустящая корочка снизу. Прошло 20 минут и посмотрите, тесто уже вот так хорошо подошло. Выкладываю тесто в форму. Слегка поливаю тесто оливковым маслом. И теперь лопаткой его вот таким образом растягиваю по форме. Как видите, тесто руками вообще не касаемся. Все так просто и очень быстро. Видите, какие пузыри образовались в тесте? Оно прямо пищит. Делаю вот такой небольшой бортик. И сейчас форму с тестом я отправлю в хорошо разогретую до 220 градусов духовку примерно на 10 минут. Форму я поставлю на нижний уровень. Мне надо, чтобы тесто немножечко вот так схватилось, подрумянилось снизу, чтобы потом не получилось оно таким клеклым внутри под начинкой. Мне надо, чтобы верх схватился, а низ слегка подрумянился. Друзья, посмотрите, основа слегка подпеклась, подрумянилась. Она сверху уже совсем не сырая. Теперь я на нее выкладываю мой шикарный томатный соус. Соуса добавляйте столько, сколько вы хотите, как вы любите. Хотите больше, хотите меньше. Великолепно. Немного сбрызгиваю еще оливковым маслом. Присыпаю орегано.
И, конечно, начинка может быть любая, какую вы хотите. Я сейчас добавляю листики базилика. Я их просто рву руками. Конечно, как говорится, для пиццы много сыра не бывает. Поэтому сыра добавляйте побольше. Также у меня есть вот такая колбаска салями, остренькая. Также выложу колбаску. Просто вот такими островками. Можно сделать вообще без колбасы. Просто только сыр и томатный соус. Как вам больше нравится? Вы же знаете, пицца это все, что есть в холодильнике. И все, что вы любите. Еще немного базилика. Обожаю базилик. Он такой ароматный. И добавляю еще чуть-чуть сыра. Буквально совсем чуть-чуть присыпаю. Щепотка орегано. И снова все отправляю в духовку. При той же температуре 220 градусов на 15 минут. Надо, чтобы сыр хорошо сверху подрумянился. Ставлю пиццу опять на нижний уровень. Друзья, только посмотрите на эту красавицу пиццу. Как хорошо подрумянилось тесто. Оно такое хрустящее. Сверху на пиццу можно еще разбросать свежие листики базилика. И, конечно, сразу горячую подавать к столу. Какое воздушное, пористое тесто. И оно абсолютно не пахнет дрожжами. Друзья, буквально за полчаса готова вот такая очень аппетитная, ароматная, хрустящая пицца. Обязательно ее приготовьте. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий, поделитесь в социальных сетях с вашими друзьями и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!